Рад видеть всех на своем канале. Сегодня у нас обзор часов Seiko 5. Также мы узнаем, что же означает это таинственное число 5. Модель 7009-876A. Эти часы примерно конец 90-х годов. Об этом можно узнать по вот этому номеру 9N. N означает ноябрь, а вот последняя цифра 7 означает, скорее всего, 97 год. Может быть 87, но скорее всего 97. Все-таки, мне кажется, эти часы немного помоложе. Итак, откуда же взялась эта цифра 5? Вообще, такие часы появились в 1963 году в Японии. На тот момент они являлись передовыми. И цифра 5 означает 5 ключевых атрибутов, такие как автоматический автоподзавод. Это первый атрибут. Второе – это дата и день недели в одном окне. Третье – это водонепроницаемость, water resistant. Здесь тоже указано. Четвертое – это утопленная заводная головка в районе 4 часов. Тоже передовая технология. И пятый атрибут – это браслет из нержавеющей стали, но на этой модели сейчас кожаный ремешок, потому что браслет не смог дожить до наших дней, так как у него сломалась застежка. Но сейчас вам может показаться, что такого тут особенного во всех этих атрибутах. Практически любые часы могут похвастаться точно такими же атрибутами. Но на тот момент, в то время, это было действительно новшеством. Это были передовые технологии. И этим Seiko гордились. В данный момент тоже есть серия Seiko 5. Она выглядит уже совсем по-другому. Это уже такой дайверский стиль, смешанный с кажуалом. А конкретно вот эта модель – это больше классический стиль, ну и немного кажуала тоже. Этот ремешок я приобрел на AliExpress. Кожаный, довольно-таки толстый, с такой крупной баклей. Если кому интересно, могу скинуть ссылочку. Пишите в комментариях, обязательно скину. Ремешок я подбирал по цвету, чтобы он подходил к циферблату. Циферблат очень интересный. Сейчас попробую показать. Там появляются такие полосы вертикальные при определенном свете. Мне очень нравится циферблат. Единственный момент, вот этот элемент золотистый. Я, кстати, видел его на многих часах, даже на советских часах, на российских. Подобные элементы. Не понимаю даже, в чем здесь смысл. Мне лично этот элемент не нравится. Вот в дизайне это, наверное, единственный момент, который мне не нравится. Ну, еще, возможно, в современных реалиях корпус все-таки маленький. Корпус стальной. Крышка завинчивающаяся, имеет резиновую прокладку, головка не завинчивается, но тоже имеет резиновую прокладку. Здесь стоит надпись Water Resistant, но не указано сколько атмосфер, но я думаю, здесь все-таки примерно 5 атмосфер есть. Они бывали в воде, с ними ничего не произошло. В принципе, можно назвать их водозащищенными. Не думаю, что здесь 3 атмосферы, все-таки думаю 5. Хотя точной информации у меня нет. Стекло минеральное. Имеются следы износа, маленькие царапинки. Если бы это было акриловое стекло, то можно было бы отполировать. Если бы это было сапфировое стекло, этих царапин бы не было. Вот такая вот особенность у минерального стекла. Очень распространенное стекло и теряет свой внешний вид.
Что касается размеров, диаметр 38 мм, от ушка до ушка 46 мм и толщина 11 мм. Довольно аккуратные размеры, стандартные для тех времен. На моем запястье 18 сантиметров выглядит вот так. В принципе, подойдут к костюму. Разберем опции, которые тут есть. Заводная головка маленькая, работать с ней не очень удобно. Ну, может, непривычно после современных часов, конечно. Есть возможность менять дату. Чтобы поменять день недели, нужно на эту головку нажать. Здесь два языка, арабский и английский. Бывают разные версии. В принципе, можно сделать так, чтобы арабский был ночью, а английский днем. Ну или наоборот. Суббота. Буквы синего цвета. Воскресенье красного цвета. На стрелках и на часовых метках нанесен люм. Сейчас, конечно, прошло много времени, и он не такой яркий, как был у новых часов, но все-таки он светится, но недолго уже. Механизм на 17 камнях, автоподзавод. Идут они довольно-таки точно, даже спустя столько лет. Конечно, часы бывали в ремонте за это время, ну раза 2-3 точно. Так что уж не сказать, что это такой уж совсем неубиваемый механизм. Конечно же, они требуют репассаж. Если вы будете покупать такие часы на вторичном рынке, то имейте в виду, что обязательно нужно сделать будет еще и репассаж. То есть примерно 1200 рублей нужно держать в уме, когда вы будете покупать их. На Авито они в среднем сейчас стоят около 4-3000. Ну, как я и говорю, плюс репассаж. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать вам про эти часы. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч и всем добра!